Привет. Я думаю, тебя уже посещали определенные мысли, почему же она ушла. Наверное, в той ситуации я поступил неправильно. Зря я тогда сорвался и нагрубил ей. Подобные мысли съедают, буквально съедают, каждого мужчину без исключений, повторюсь, каждого, кто сталкивается с предательством, а именно этим словом будет правильнее всего охарактеризовать поступок женщины. И дальше я объясню почему. И он сидит и попросту занимается самобичеванием, перекладывая всю вину на себя. Но так ли это на самом деле? Ведь если копнуть глубже, то что мы увидим? Мы увидим, что данное событие, когда ты нагрубил своей женщине, и она собрала вещи и уехала, это является лишь верхушкой айсберга. Это является спусковым крючком, я его так назову, для того, чтобы удобно выйти из отношений и разрушить их. Что я подразумеваю под спусковым крючком? Возьмем банальную ситуацию, с которой, я думаю, каждый сталкивался. Например, на работе у тебя какие-то неурядицы, все плохо, что-то не ладится, и ты приходишь злой, что-то идет не так, и ты срываешься на свою женщину за то, что она что-то не сделала. Ты кричишь на нее, грубишь, а она обижается, уезжает к маме. То есть, что это такое? Это удобный катализатор для нее, удобный момент для того, чтобы уйти в паузу, например, сказать: ты знаешь, я что-то не уверена в своих чувствах. То есть, после того, как ты подойдешь к ней извиняться, она скажет: вот ты знаешь, я ничего не чувствую. Давай, мне нужно подумать, мне нужно определиться, давай возьмем паузу. А из паузы она потом, собственно, выйдет из отношений. Ведь, по сути, она уже сидела на чемоданах. По сути, ты уже ей был не нужен. Она просто ждала удобного момента. Более токсичные женщины, они могут форсировать события. Более того, я тебе скажу. То есть, они могут специально создавать какие-то условия для того, чтобы ты вышел на эмоции и первым нагрубил, нахамил и так далее. Он начинает себя винить о том, как плохо он поступил, обидел ее. Ведь, скорее всего, в этом причина, он думает. Он начинает себя обманывать, внушать себе, что он во всем виноват, хотя на самом деле она просто его завиноватила. Почему же он верит в это? Зависимость. Когда ты зависим, ты становишься восприимчив ко всему, что тебе говорят. В том числе и к тому, что тебе навязывают чувство вины. Плюс к этому хочется верить, очень хочется верить словам женщины, ценность которой для тебя очень-очень высока. Но самое опасное в данном состоянии не это. Самое опасное, что ты не можешь в данном состоянии испытать к поступку женщине, к ее уходу, правильные чувства и эмоции, а именно разочарование и гнев. Ты не способен их испытать, потому что ты зависим. А следовательно, ты не способен решительно действовать. Если ты не способен решительно действовать, для женщины это воспринимается как слабость, что в конечном итоге все равно приведет к уходу. Потому что женщина не может существовать со слабым мужчиной. Она не может испытывать к нему эмоции. Если взять, например, меня. Может ли произойти такая ситуация, в которой я могу нагрубить, нахамить своей женщине? Может? Да, может. Но какая моя реакция последует на то, что женщина начнет грубить мне в ответ, устроит скандал, обидится, надуется? Разговор короткий. Беру вещи и на порог. Почему? А зачем мне женщина, которая не способна исполнять свои естественные функции? А именно в данной ситуации в формате сгладить. Как она собралась строить отношения, создавать уют, выстраивать правильный микроклимат, гармонию? Ведь это от нее зависит. Это ее естественная роль. Именно она ее выполняет. А если не она, то кто? Да, конечно, мы можем сами добровольно себя потихонечку кастрировать, чем, собственно, многие мужчины и занимаются. Есть только одна дорога в слабую позицию, где женщина теряет чувства, эмоции и в конечном итоге все равно уходит.
И здесь важно сделать уточнение. Я сейчас не говорю про то, что мы должны там постоянно хамить, грубить ей изо дня в день. Она должна все это терпеть и сглаживать. Нет, я не про это. Я про то, что такие ситуации могут происходить. Когда-то чаще, когда какой-то сложный период в своей жизни. Когда-то очень редко. Но могут происходить, а она сглаживает. Вот я про что. И от этого на самом деле плюсы, они для всех. И для нее, и для нас. Ведь когда в отношениях все хорошо, когда в отношениях гармония, когда есть у тебя это чувство спокойствия, когда тебе хочется идти домой, я придаю этому ценность. Я придаю ценность ее отношению ко мне. А следовательно, я могу с большей отдачей, с большей благодарностью вкладываться в данные отношения. Поэтому спусковой крючок, когда ты нагрубил женщине, он не может являться причиной реально ее ухода. Исключением, которые могут как бы оправдать женщину, которая разрушает отношения, может являться какая-то реальная опасность и невозможность продолжения этих отношений, а именно, например, ты там часто прикладывал к ней руку, да, изо дня в день, либо ты там не выходил из запоя, например, да, неделями пил и так далее, выносил мебель куда-то в ломбард и так далее. То есть такие прям радикальные девиации твои, которые делают продолжение отношений, в принципе, нереальными и невозможными, потому что это уже идет угроза и жизни, и здоровью. Любые другие причины, надуманные причины, которые тебе озвучивает девушка, что ты в последнее время мало уделял мне внимания, у тебя на меня совершенно нет времени, или что-то интима стало мало. Все это воспринимать стоит как то, что тебя использовали, и ты стал просто не нужен. Ты не даешь нужных эмоций, и тебя просто завиноватили. Да, есть поступки, за которые реально стыдно. Но здесь важно, как ты должен правильно к ним относиться. Во-первых, понять, что это ни в коем случае не является реальной причиной ухода. Да, это мы сейчас уже разобрались с тобой. Второе, ты должен оставить это в прошлом, но не просто забыть, а зафиксировать, а потом проработать это. То есть ты нагрубил, ты это осознал в своей голове, да, я плохо поступил, и я не должен допускать этого в будущем. То есть ты должен именно с этой позиции подойти, а не бежать сразу с извинениями и цветами к женщине. Потому что это опасно и всегда ведет в слабую позицию, а нам это не нужно. Более того, я даже скажу, что это опасно для нас самих. Потому что мы разрешаем себе это делать. Ведь так проще. Гораздо проще не задумываться об этом. Просто купить цветы, просто подойди к девушке и извиниться. И она тебя простит. Просто же. Просто. Но мы не справляемся. И эти поступки, за которые тебе стыдно, в конечном итоге начнут накапливаться. Извинений с твоей стороны станет гораздо больше. Что все равно приведет в итоге в невыгодную нам позицию. Это путь слабого мужчины. А когда ты видишь, ты фиксируешь, ты прорабатываешь именно себя. Именно это ведет тебя к правильному состоянию в момент разрыва. А именно к ощущению гнева и разочарования, а не к состоянию провинившегося щеночка, который пытается искупить свою вину перед госпожой. Что в свою очередь позволит тебе не бояться решительных действий. Например, указать девушке на дверь, выставить ее вещи на порог и не ждать возвращения обратно. Ты разочарован ее поступком, разочарован ее предательством. Не заниматься самообманом. Да, вот я сейчас поставлю ее вещи на порог, выпровожу ее, а сам буду ждать, когда она напишет. Зачем? Лейкопластырь нужно срывать сразу, а не причинять себе боль каждый день. И ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать за 5 секунд. Просто скажи себе: я не позволю так к себе относиться. Я достоин лучшего к себе отношения. И поверь мне, женщина на каком-то уровне это все чувствует. Она чувствует, что ты не блефуешь, что ты веришь в то, что ты говоришь и в то, что ты делаешь.
Она напишет уже на следующий день. Проверено. Проверено и на мне, и на сотнях моих клиентов. И это уже ее будет проблема, как налаживать с нами отношения. Она должна будет убедить нас в искренности своих намерений. А мы еще подумаем, принимать ее обратно или нет. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.